Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим о поливе орхидей. Способов полива орхидей не так много. Есть нюансы. Нюансы могут заключаться в том, что как у вас и в чем посажены орхидеи, какой субстрат. Могут быть орхидеи посажены в коре, в смешанном грунте с корой, с керамзитом, с пеностеклом. Еще бывает мох в посадку кладут. То есть это является смешанным грунтом. Это называется органические грунты или может быть смешанный грунт, органический с неорганическим. А есть грунты неорганические. Я использую керамзит. Это неорганический грунт. Есть еще пеностекло. Есть циафлора, но в циафлору никогда не советуют, как и в пеностекло, сажать только в этот грунт. Их обычно используют для других орхидей, смешивают с какими-то грунтами. Есть еще, выращивают орхидеи, режут пластиковые лоточки, например, из-под мяса или фруктов. Есть большой канал, где девушка выращивает только в таком грунте. Для орхидеи не столь важен грунт, сколь важен правильный полив. И когда поливать орхидею в любом грунте, мы должны вот именно в этом разобраться. Когда же нам стоит полить орхидею? А полить орхидею нам стоит только после того, когда у нее корни стали серебристыми, то есть они просохли. И как пример показываю вот такую орхидею. Я много раз показывала. Это интрига. Горшок поднимать не буду. Сейчас вам покажу, почему я этого делать не буду. Покупала, примерно год назад, и она еще растет в покупном грунте. Она все время доцветает, все время доращивает цветонос. И я думала, что скоро ее пересажу, потому что, опять вот выпустила вот такой цветонос, дорастила. Но не тут-то было. Она опять желает дорастить цветонос. Но думаю, что еще месяца два и приму решение обрезать цветонос, иначе когда же я ее буду пересаживать-то? А надо, через год нужно пересаживать орхидею в любом случае. Сейчас вам покажу. Смотрите, вырос корень и прикрепился к пластиковому поддону. Могу только вот так приподнять ее чуть-чуть. Не хочу отрывать корень. Для того, чтобы его снять безболезненно, надо налить воду, и тогда очень легко он отойдет от этого пластикового поддончика. Вот только в таком состоянии, когда, вот здесь хорошо видно, когда корни стали серебристые в горшке, можно и нужно поливать орхидею. А какими способами? Знаете, что только что купленные орхидеи мы всегда поливаем по краю горшка. Это обусловлено тем, что внутри 99% орхидей есть торфяной стакан. И для того, чтобы не загнивала шея орхидеи, мы поливаем по краю горшка, чтобы этот торфяной стакан не набирал большое количество влаги. Иначе шея изнутри будет подгнивать. Поэтому и идет полив по краю горшка. Давайте вот на этой орхидее я сейчас вам и покажу, как это делается. Так. Вода обязательно должна быть теплая для полива. Вода должна быть от 28 до 32 градусов. По краю горшка. Что ж такое по краю горшка? Набираю в грушу воду. Это может быть от 30 до 50 миллилитров. И по краю горшка смачиваю грунт. У интриги грунт очень влагоемкий. Это кокосовые чипсы с небольшим количеством
коры и со всех сторон поливаю именно внешние видимые корни. Вода сразу опускается в поддончик, поддончик полный. Оставляю, может быть, даже на час. Вот эти все 30-50 мл воды, за час они впитаются. Я не часто выливаю из поддончиков воду, потому что у меня поддончики все одинаковые, и вся вода впитывается. И все корни становятся зелеными. Сейчас я ее отодвину, пока идет съемка, но в конце съемки вам покажу, как впитает и грунт, и корни воду. Мы ориентируемся только на те корни, которые находятся в горшке. На такие воздушные корни мы никогда не ориентируемся. Они всегда серебристые. Бывает такое, что вы купили орхидею, а у нее корни все время кажутся зелеными. Вот только у свежекупленной орхидеи, у новой орхидеи. Давайте я вам сейчас покажу одну из орхидей. У нее с одной стороны корни сухие, здесь есть сухие корни, а некоторые корни, например, вот эти, кажутся все время зелеными. И до такого серебристого цвета никогда не высыхают. На этих корнях растут водоросли. Водоросли имеют зеленый цвет. И они всегда будут такого цвета. Но так получилось. Где-то орхидея получила очень много влаги и выросли эти водоросли. Если есть в горшке еще видимые корни, и вы можете их увидеть, и они серебристые, тогда орхидею стоит поливать. Но если нет такого налета водорослей, тогда ждете, пока все корни станут серебристыми. Это то, что касается только что купленных орхидей. Но, предположим, вы пересадили орхидею. Она у вас находится в коре и в смешанном грунте. И вот тут, казалось бы, можно уже орхидею взять, замочить полностью с грунтом. Полностью никогда нельзя, особенно в коре, потому что кора очень влагоемкий субстрат. Даже если она вдруг у вас изначально такая вся сухая, то со временем, поливая орхидею, она все равно становится влагоемкой. Она начнет потихоньку все больше и больше набирать в себя влагу и станет влагоемкой. Ведь кора разлагается. Если бы она была как камень и всегда оставалась как камень, она бы никогда не разлагалась. Но через какое-то время, может это пройдет год, она все равно станет влагоемкой и начнет потихоньку разлагаться. И почему же нам в коре не применить тот же самый способ полива, который мы используем для новых орхидей, тоже по краю горшка? Если вы будете вот так опускать горшок в воду, давать ему постоять даже 15 минут, вот эта влагоемкая кора наберет влаги очень много, и обязательно под самой шеей орхидеи и рядом с ней получится очень влажная кора. А кора просыхает значительно дольше, чем любой неорганический грунт. И вот эта влага, которая будет внутри, она будет способствовать загниванию шеи. Когда вы уже убрали торфяной стакан, пересадили орхидею, можно поливать орхидею в коре замачиванием. Ну, примерно замачивать половинку горшка. Но все равно велика вероятность загнивания шеи. Поэтому я ушла от посадки орхидей в кору и от полива замачиванием орхидеи, растущей в коре, замачиванием в воду, опусканием горшка в воду. Все орхидеи, которые у меня так или иначе пока находятся в коре, я поливаю только по краю горшка. А керамзит
немножко другое. Керамзит никогда не набирает воду. Поищем кусочек керамзита колотого. Даже если этот керамзит колотый, вот половинка, он все равно будет плавать в воде. И он не наберет такое количество воды, как набирает кора. Как бы я его не хотела утопить, он все равно будет плавать. Причем годами. И как же полить орхидею в неорганическом грунте? Вы видите, наверное, сзади меня много цветов, и всего несколько из них здесь нет. Есть на другой полке, сейчас остался один, и 2 я пересадила. Причем это все показывала, когда тяжелая орхидея наклоняется в горшке. А есть орхидеи, которые всегда наклоняются в горшке. Это Леодора. Как бы вы ее ровно не посадили, в каком бы субстрате она у вас не росла, она все равно наклонится. У нее это генетически заложено. Она все равно растет в бок. Так вот, посадки в керамзит не обуславливают того, что орхидея обязательно выплывет из горшка и наклонится и будет свисать из горшка. Как я поливаю для того, чтобы этого не случилось? Да, это очень легкий субстрат. Но для того, чтобы его полить, заливаю в горшок. У меня все находятся в двойных горшках. Если у вас посажено в керамзите не в двойном горшке, вам нужно горшок поставить в емкость, в пустую емкость, а не опускать в воду. Вы не сможете настолько медленно опустить горшок в воду, чтобы у вас не всплыл керамзит. Поэтому ставим в пустую емкость и наливаем воду сверху. И очень медленно. Даже в двойном горшке, посмотрите, сначала набирается вода внизу. Потом какое-то количество набирается уже во второй горшок, во внутренний горшок. И я медленно наливаю. Вот смотрите, вода пошла. Во втором горшке тоже набирается вода, но набирается она равномерно. Прям весь процесс покажу. Все, стоп. Видите, керамзит не всплывает. Да, вы мне сейчас скажете, там большое количество корней. Нет, там не очень большое количество корней. Воздушных больше у этого цветка. Я всегда набираю в горшок воду на 2 пальца ниже грунта. Это очень важно. Важно для того, чтобы шея, которая у нас заглублена, и там есть основание орхидеи, вот эта кочерышка, на которой растут листья, она все равно находится в грунте. И если мы ее все время будем держать в таком влажном состоянии, оттуда и пойдут гнили. И так как я знаю, что я глубже 5 сантиметров шею эту не опускаю в горшок, то она у меня остается сухая. Да, есть вопрос к этому. А как же верхние корни? Я не обращаю внимания на верхние корни. Но если вам очень хочется, вот именно в этот момент в поливе в керамзите, эти верхние корни как-то напоить, ну давайте сделаем вот так. Немного их опрыскаем водой. Видите, они сразу зеленеют. Можно также сделать и вот этим корням. Но только в момент полива. Тогда, когда вы поливаете орхидею. Но я этого не делаю. Ну, первая причина, как бы я ни старалась аккуратно это сделать, я попадаю на листья и попадаю в пазухи листьев. И потом придется протирать орхидею. Да, в природе орхидеи чаще всего растут с наклоном, поэтому из пазух вода
у них вытекает, а еще есть ветерок, который быстро просушивает пазухи листьев. Нет у нас в квартирах таких ни установок, ни вентиляторов. Не часто мы это используем, поэтому, когда мы попали в пазуху, обязательно протрите. От этого тоже могут пойти гнилостные процессы в орхидее. А еще считают, что нужно опрыскивать эти корни орхидеи обязательно, чуть ли не каждый день водой. У меня влажность в квартире всего 35%, и я никогда не опрыскиваю орхидеи. У меня есть в одной комнате увлажнитель, но в этом году я его даже не включаю. Нет особой надобности в этом. А в этой комнате вообще никакого увлажнения нет. А орхидеи растут прекрасно. Вот это как раз орхидея стоит вот здесь на полке. И листья в тургоре, и корни растут. И никаких увлажнительных средств и опрыскивания орхидей я не осуществляю. Все поливы нехитрые. Иногда спрашиваете, а можно ли посадить в чистое пеностекло? Нет, я пробовала, мне не понравилось пеностекло. Вот именно пеностекло за счет своей пористости, кстати, и уголь тоже, набирает очень большое количество воды в себя, а потом очень долго отдает. Вот отсюда частое загнивание корней. Казалось бы, ну хорошо же, долго там во влаге находятся корни, может быть, они высасывают из этого пеностекла потом как-то эту влагу. Нет, к сожалению, орхидея эпифит. Она любит полив и быстрое просыхание корней. Вот так они растут в природе. Но 10 дней она выдержит. Выдержит раз сильный полив, выдержит два, потом скажет: у меня веломен начинает гнить. У меня такое большое количество воды, что веломен разрывает. Вернее, даже не веломен. Веломен — это вот эта тонкая-тонкая пленочка. А разрывает внутри паренхиму, ту губку, в которую набирается вода. И она все время стоит наполненная, а ей нужно все время процесс наполнения и отдача этой влаги листьям, для того, чтобы они росли. Подводим итог. Самое-самое главное – это смотреть на корни. Ни в коем случае не поливать зеленые корни. Вот такие корни, вот как у меня сейчас здесь в горшке, вы скажете: ах, посмотрите, корни зеленые, а еще и гнилые. Об этой орхидее будем пересаживать, расскажу сверху. Смотрим на корни сверху. Вот такие зеленые корни ни в коем случае нельзя поливать. Дождитесь, пока корни станут светлыми и серебристыми. И тогда ваша орхидея скажет вам большое спасибо, что вы меня и полили, и дали возможность просохнуть корням. Как взаимодействуют корни и листья, у меня есть видео, где я подробно это рассказываю. Оставлю ссылочку на это видео. Пройдите, посмотрите. Вам будет понятно, как происходит это и в природе, но, впрочем, как и на наших подоконниках. Все это очень взаимосвязано. Съемка примерно шла минут 20 с перерывами. И я вам хочу показать, как впитывает влагу в себя вот этот грунт. Он очень влагоемкий. И посмотрите, в поддончике воды почти не осталось. Сейчас питаются, набирают эту влагу не корни, а именно набирает грунт. А потом грунт начнет отдавать корням. Вот еще минут 10, и водички не останется. А через час вот эти все корни станут зелеными. Вот так поливаю орхидеи, которые еще в покупных горшках с торфяным стаканом. Примерно вот так станет влажный горшок, а потом все это передастся корням. Но торфяной стакан внутри останется сухим. Вот это самое важное, вот именно в таких покупных горшках. Шея загнивать точно не будет.
Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.